Друзья, меня зовут Светлана. Я рада приветствовать на моем канале Свет Вышивки всех постоянных членов светского клуба и вновь прибывших. Наконец-то! Аня, автор канала Накитана, в своем недавнем выпуске поделилась впечатлениями о моих видео и посоветовала их своим зрителям. Аня, спасибо большое за такой добрый отзыв и рекомендацию. Для меня это был большой и приятный сюрприз. Я тоже являюсь зрителем Аниного канала. Помню, как искала видео о том, как перенести на другое устройство схему и прогресс. Случайно попала на Анино видео. Нашел! Во! А вон оно! А там и обзор новых схем, и работа с электронными приложениями, и много-много вышивки. Все очень оказалось интересно и, главное, полезно. Ссылочку, друзья, обязательно оставлю в описании. А еще хочу сказать всем вам большое спасибо за просмотры, комментарии, лайки. Это здорово вдохновляет на создание новых видео и помогает в развитии канала. Итак, на календаре 18 февраля 2023 года. Сегодня, друзья, нас ждет сказочное путешествие, которое мы совершим сразу после окончания вышивальной части видео. Это уже третий выпуск, где обе части, историческая и вышивальная, оказываются плотно связаны между собой сказкой. Вернее сказать, связаны деталями, проявившимися на канве, с деталями, являющимися одними из немаловажных элементов сказки. Так, первый сказочный выпуск был посвящен смыслу, содержащемуся в сказке «Курочка и ряба». Это произошло в аккурат после того, как появилась на канве одна из героинь курочек на вышиваемой тогда картине «Любимая мелодия». После появления на этой же картине цветка мы отправились во второе сказочное путешествие, где одним из главных элементов являлся аленький цветочек. Так мы оказались на страницах произведений «Красавица и чудовище» и «Аленький цветочек». Но главным в тот момент для нас оказалось знакомство с прототипом главного героя сказок – чудовищем. Им оказался, как помните, несчастный, прекрасный своим внутренним миром человек. Вот и сегодня, друзья, мы рассмотрим версию существования прототипа известного сказочного героя Пиноккио, также хорошо известного нам как Буратино. Существует масса версий, раскрывающих тайный смысл, заложенный в данное произведение. Вполне вероятно, какие-то известны вам. Я не стану сейчас приводить вашему вниманию все или множество вариантов. В рамках данного видео это, друзья, сложно. Мы пройдем по страницам, которые более близки моему восприятию. Очень интересно будет узнать ваше мнение по этому поводу. А сейчас нас ждет вышивка. Я вышиваю картину и ее первый урок великого итальянского художника Евгенио Эдуардо Дзампиги. Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Вот так моя работа должна будет выглядеть в итоге. Для новых зрителей вкратце озвучу технические характеристики. Размер схемы 400 на 520 стежков. В работе принимают участие 200 цветов, из которых 102 бленда. Схема имеет 5 уровень сложности из 7 возможных. Вышиваю я крестиками, нитками ДМС в 2 сложения на канве AIDI 18 аккаунта фирмы Цвайгард по электронному приложению Сага.
В начале недели вышивка выглядела вот так. А вот так моя работа выглядит сегодня. Да, друзья, как видите, мне удалось продлить камин до перемотки канвы. Уже хорошо виден котелок, кстати, он и будет являться главным, так сказать, персонажем сегодняшнего номера выпуска. А также, вышивая следующий участок, расположенный левее, на конве стала появляться светлая головка Лукреции и родное плечо Мэгги. И если на прошлой неделе меня одолевали вопросами о бабуле, А где бабуля? А где бабуля? то на этой неделе вопрос звучал: где девочка? Я в детстве куриной слепотой хворал. К вечеру плохо вижу. Хожу, как дурак, по комнатам и вижу, ее нету. А где она? Ну, тут уж ответ был короткий. Муля, не нервируй меня. Камин и котелок вышивались несложно, как я неоднократно говорила, из-за частых, относительно больших участков, вышиваемых крестиком одного символа. Символы в основном состоят из блендов. Интересные составляющие блендов – это когда один цвет нити танцует, так сказать, то с такой ниточкой, то он же с другой ниточкой. Как вас зовут? Клара. А меня Карл. То с неожиданной третьей. Пожалуйста. И так далее. А то и зачастую самостоятельно выступает. Меня бленды, друзья, не отягощают. Наоборот, с ними интересно работать. Как и с одиночными крестиками, как в случае с Лукрецией. Участок с девочкой полон разнообразия символов, что не дает заскучать, но и скорости, друзья, не прибавляет, конечно. Результатом, друзья, который мы сейчас видим на конве, я довольна. Конечно, еще совсем непонятны главные персонажи нашей картины, но уже по наметившимся элементам в виде чепчика Мэгги, головки Лукреции можно уже судить, что схема вполне достойно разработана, вполне приемлемо все выглядит. И отдельные элементы в виде кувшина, спинки стула, украшенного лепестками цветочка. Обратите внимание, кстати, игра света и тени. То есть цветочек смотрится совсем не плоско. И котелок, правда, только наметившийся на конве, но уже вполне понятен. Ничего, все выщем, все преодолеем. Теперь по традиции для любителей математики осталось озвучить результат в цифрах. На этой неделе у меня был день совсем не вышивальный, друзья, без единого крестика. Но обстоятельства сложились таким образом, что, в общем, вы должны меня понять. Да говори ты толком. На сегодня мною вышито 20,62% картины. В крестиках это составляет 43 648. За прошедшую неделю мне удалось вышить 7158 крестиков. И до конца работы осталось еще 167 952 крестика. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. А теперь, друзья, приглашаю всех перейти
ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в сказочное путешествие. Возвращаясь к камину, друзья, хочу сказать, что, заканчивая вышивать первую так называемую подчасть камин, которая продлилась до края, за которым уже последует перемотка канвы, стало понятно, почему у меня появилось желание идти непривычным путем, вышивать рядами по горизонтали, а идти вниз для получения понятной картинки. Этот участок в итоге напомнил мне эпизод из одной известной сказки, где на куске холста в каморке папы Карла изображен такой же очаг с котелком, который впоследствии проткнул своим длинным носом Буратино. Так вот, друзья, появилось желание напомнить и вам об этой истории, вернее, о версии возможного прототипа главного героя сказки, о некоторых вариантах скрытого смысла и, конечно, об авторе. Все знают историю про Буратино и Пиноккио, но увидел бы мир книгу про Буратино, если бы не Карло Коллоди, написавший грустную историю про настоящего деревянного человека, ставшего прототипом литературных произведений. В 2001 году команда археологов посетила итальянское старинное кладбище, находящееся в Тоскане. Увидев гробницу Карло Коллоди, они обратили внимание на надпись соседней надгробной плиты. Там значилось имя Пиноккио Санчес. Был ли в самом деле такой человек, или же это попросту совпадение? Чтобы докопаться до истины, была проведена эксгумация. Ее результаты поразили ученых. Этот человек действительно оказался частично деревянным. Пиноккио имел деревянные протезы на месте конечностей и даже на месте носа. Только найденные в церкви записи помогли раскрыть тайну деревянного человека. В 1790 году в семье Санчес родился ребенок, и назвали его Пиноккио. В целом он был обычным, но только очень плохо рос. Через некоторое время родителям пришлось признать, что их сын – карлик. В 18 лет Пиноккио отправился на войну за независимость Италии полковым барабанщиком, откуда вернулся уже калекой. Война лишила его ног. Однажды судьба свела Пиноккио с Карло Бестульджи, медиком, решившим помочь несчастному юноше. Бестульджи создал для Пиноккио деревянные ножные протезы и вставку в нос. Таким образом, барабанщик стал деревянным человеком. Он веселил зевак и собирал на местных праздниках толпы любопытных, желающих на него посмотреть людей. Но однажды выступление закончилось трагедией. Пиноккио упал с высоты при выполнении трюка и разбился насмерть. Карло Лоренцини, настоящая фамилия сказочника, родился в 1826 году. Не исключено, что в юности он мог лицезреть деревянного Пиноккио, выступающего на местных праздниках. Детские годы Карло провел недалеко от Флоренции, где его мать работала в богатой семье. По совету родителей будущий поэт окончил семинарию и отправился работать в магазин книг. Позже он стал критиком и издал роман уже под псевдонимом, а затем, по настоянию своего издателя, Карло перевел на итальянский язык произведения Шарля Перро. Его работа пришлась всем по вкусу. Оказалось, что писатель умел рассказывать истории языком,
сильно увлекающим маленьких слушателей. Но была одна проблема. Сам Карло не мог иметь детей. К написанию истории про Пиноккио Коллоди приступил из-за нужды в деньгах. Писатель решил не идти против самого себя и дал главному герою отрицательные качества. В первом варианте сказки Коллоди собирался умертвить Пиноккио. Сказка заканчивалась так. Пиноккио убегает от разбойников через лес, силы оставляют его, и он видит впереди белый домик и думает: если у меня хватит сил добежать до этого дома, я, пожалуй, спасен. Он изо всех сил стучит в дверь, ему долго не открывают, а потом в окне появилась красивая девочка. У нее были волосы цвета небесной лазури, бледное, словно восковое лицо, глаза закрыты, а руки скрещены на груди. Даже не шевеля губами, она сказала голосом, который шел, казалось бы, с того света: в этом доме никого нет, все умерли. «Открой мне хотя бы ты!» — взмолился Пиноккио, рыдая. «Я тоже умерла». «Умерла? Ну что тогда ты делаешь тут у окна?» «Жду, когда прибудет гром, чтобы забрать меня отсюда». И с этими словами девочка исчезла, а окно бесшумно закрылось. После этого разбойники настигали Пиноккио и убивали его. Да, в прежние времена сказочники не очень-то заботились о том, чтобы не травмировать детей. Несмотря на это, история про деревянного мальчика понравилась читателям. Издатели потребовали продолжения. И вот тогда-то Коллоди превратил привидение в фею и заставил ее оживить Пиноккио. А голубые волосы, которые были придуманы, чтобы подчеркнуть потустороннюю бледность зловещей девочки, так и остались голубыми. Писателю показалось, что такой печальный финал произведения будет уроком для маленьких читателей. Но все сложилось не так, как он хотел. Читателям настолько понравился деревянный человек, что Карло пришлось создавать счастливый финал истории. В нем Пиноккио превратился в человека. Книга обрела головокружительный успех и сделала писателя главным редактором детской газеты. Письмо, раскрывшее правду. Тем не менее, даже близость могил не могла объяснить, что связывало писателя и карлика. Ученые продолжили искать доказательства в уцелевших архивах и документах. Однажды к ним пришел местный корреспондент газеты, который оказался потомком кузины писателя, сохранившей письма Карло. В одном из них Коллоди рассказывал, что его поразила судьба несчастного деревянного человека, и он решил увековечить его жизнь на бумаге. Изначальной задумкой был тяжелый рассказ для взрослых, но руки писателя сами начали писать детскую сказку, несмотря на всю трагичность героя. Дорогая кузина, ты спрашиваешь меня о ближайших планах. В прошлом послании я сообщал тебе об этом несчастном и очень мужественном человеке Пиноккио Санчесе. Очень хочу о нем написать. Сначала думал сотворить серьезный роман, но почему-то начал делать сказку для детей. Почему сказку, сам не пойму. Ведь жизнь Пиноккио была трагичной, а не сказочной. Во что это, в конце концов, выльется, не знаю. Проведя экспертизу, ученые подтвердили подлинность письма.
Таким образом, была найдена связь между детским писателем и несчастным барабанщиком. Книга о Пиноккио получила оглушительный успех, а герой произведения стал символом Италии. Статуэтку деревянного человека не составит труда найти на любом сувенирном прилавке. Карло Лоренцини, скрывающийся под псевдонимом, внезапно скончался в 1890 году. Один из журналистов, освещавший ее похороны, на которых присутствовало огромное количество людей, написал: «Он был учителем для всех нас, учителем, которому подражали некоторые, но никто не превзошел его». Парк Пиноккио. Парк в честь деревянного человека был создан в 1956 году в родном городе писателя. Там было все, связанное с сюжетом произведения: кукольные спектакли, статуи Пиноккио, кукольная мастерская и, конечно же, страна дураков и страна развлечений. Недалеко от парка расположена роскошная двухэтажная вилла, которую называют виллой Пиноккио. Это именно тот дом, где прислуживала мать создателя произведения. В 2000 году вилла была выкуплена создателем игрушек, который имел на этот дом большие планы. Он хотел построить в нем свой собственный Диснейленд. Но его планам не удалось осуществиться. В 2014 году дом снова был выставлен на продажу за 19 миллионов евро. Из-за высокой цены покупатели пока не нашлись, но туристы продолжают его посещать. И уже ни для кого не секрет, что всеми любимая сказка Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» создана по мотивам книги Карла Колоди «Пиноккио» или «Похождения деревянной куклы». В самом деле Буратино достаточно далеко ушел от своего итальянского дедушки. Совпадения в сюжете с оригиналом заканчиваются, когда коварный кот и лиса отбирают деньги у доверчивого хулиганистого мальчишки. Дальше каждая история идет по своему пути. Да и представления о хорошей сказке у авторов из XIX и XX веков оказываются разными. Колоди рассказывает о бедах и ужасах, обрушившихся на голову непослушного Пиноккио, то и дело повторяя, что его необходимо перевоспитать. А Толстой безо всякого морализаторства описывает приключения милого и озорного Буратино, которому предстоит сразиться со злом и найти друзей. Авторы сказок преследуют разные цели, потому их персонажи совершенно не похожи друг на друга. По замыслу Колоди, Пиноккио должен заслужить право быть настоящим человеком. По этой причине его характер меняется по ходу повествования. Из жестокого и своенравного деревянного человечка он превращается в живого мальчика, способного чувствовать, любить и жертвовать собой ради других. Толстой же не стремится перевоспитывать своего героя, поэтому Буратино так и остается куклой, а его испытания оказываются вовсе не такими страшными, как у Пиноккио. К тому же его нос не растет от бесконечного вранья. Мальчика не превращают в осла, и он ни разу не сталкивается лицом к лицу со смертью и тяжелым трудом. Смелый, открытый и наивный персонаж, не испытывая особых страданий, побеждает всех своих врагов и получает в награду собственный театр, разве что становясь немного умнее и добрее к финалу повести.
Сказка Карла Коллуди «Пиноккио» впервые была опубликована в 1881 году в Риме. Алексей Толстой приступил к работе над собственным литературным пересказом этого произведения в 1923 году. Вскоре отложил и вернулся в 1934. Буратино был явлен миру в 1936. К тому времени Пиноккио уже был переведен на многие языки и издавался. Но многие за интересным сюжетом и очень увлекательными приключениями не видят тех смыслов, которые автор скрыл вольно или невольно за, казалось бы, детской сказкой. В книге много аллегорий и двойных смыслов, которые отсылают всем знакомые похождения деревянного героя к книге всех времен и народов Библии. Притча о блудном сыне. В Евангелии от Луки спасатель рассказывает притчу о блудном сыне. Нерадивый сын, не захотев ждать наследства, потребовав у отца свою долю, отправился в большой город. Там он просадил все наследство отца и впал в нищету, не гнушаясь есть вместе со свиньями. Не выдержав подобной жизни, сын вернулся к отцу и просил прощения. Отец не затаил злобу на сына, а устроил большой праздник по его возвращении. Сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Параллели. Буратино, подобно блудному сыну, сбежал от папы Карла, соблазнившись театральной афишей. При этом он успел порядком набедокурить, проткнуть очаг на холсте и повздорить со сверчком. Перед нами предстает типичный заблудший сын, упрямый, любопытный и скверный. Буратино, сбежав от папы Карла, в скором времени проходит тяжелейшие испытания, наткнувшись на разбойников Карабаса-Барабаса и его приспешников, Дуримара, кота Базилио и лисы Алисы. Ангелом-хранителем и совестью деревянного мальчика выпало быть Мальвине. Мальвина как только не пыталась образумить глупца Буратино. Увещевания и укоры никак не действовали на непослушного мальчика. В итоге Буратино оказывается запертым в темном чулане, где его соседями оказываются злобные пауки. Не правда ли знакомая картина, когда человек, проявляя чрезмерное упорство своей гордыни или алчности, оказывается в подобном психологическом чулане? Страна дураков. В этом городе продаются знаменитые куртки на заячьем меху для папы Карла, облизываясь, пела лиса. Азбуки с раскрашенными картинками. Ах, какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках. Ты ведь не потерял еще свои денежки, чудненький Буратино? Так заманивала лиса Алиса доверчивого мальчика. А ведь блудный сын тоже ушел от отца за лучшей легкой жизнью. Оказывается, проблема легких денег и соблазнов злободневны не только в библейские времена, но и во времена Толстого, и тем более в наше время. А ведь в той же Библии сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб», что предписывает человеку не искать легких путей. Подобно блудному сыну, прельстившись соблазнами, Буратино не проходит испытания на прочность. Лишь найдя друзей и действуя ради их спасения, Буратино встает на путь исправления и возвращается в отчий дом. Есть еще интересные варианты скрытого смысла в сказке Буратино. Ярчайшим примером деятельности представителей эзотерических лож
является сказка о деревянном мальчике Пиноккио, известная нам как «Приключения Буратино». Пиноккио – это кукла, марионетка, которая находится в плену иллюзий. Но получив золотой ключик, золотые ключи от рая, хранимые апостолом Петром и сияющие на официальном гербе Ватикана, Пиноккио получает пропуск на небеса к обители высшего знания. Он становится человеком. В лице Пиноккио мы имеем аллюзию на грешного профана, мертвую натуру, которая из голема становится человеком, то есть рождается в духе. Это пример язычника, принявшего Христа. Еще более любопытно обстоят дела с Буратино. Он родился из полена на берегу Средиземного моря, где, кстати, располагается и Палестина. У него нет матери, но есть приемный отец, плотник Карла, Иосиф. Буратино – плод непорочного зачатия. Сравните с линией Христофора, приемного сына, не имевшего матери, из романа признанного алхимика от литературы Гюстава Майренко «Белый доминиканец». Больше всего на свете оба героя, Христофор и Буратино, жаждут знания, и приемные отцы предоставляют им скрижаль. Красную книгу читает Христофору его предок. Плотник Карло покупает Буратино азбуку. С этой азбукой Буратино отправляется в школу, но по пути отвлекается на соблазны материального мира, представления в театре, меняет азбуку на билет и оказывается в балагане, мире перевертыши, мире иллюзии, наполненном куклами, а не людьми. Буратино заперт в искаженном мире мертвой материи и блуждает по нему, обуреваемый страстями и страхами. Он, низвергнутый в ад плотного мира, начинает свое мистериальное восхождение. Главный враг Буратино – дьявол-кукловод, директор театра Карабас-Барабас. Карабас является собой один из 7 смертных грехов – жадность, потребительство. Его свита – Дуремар, уныние. Тарабарский король – гордыня, лиса Алиса – ложь и кот Базилио – зависть. Бульдоги полицейские – гнев, агрессия. Сам Буратино обуреваем ленью и поспешностью в суждениях. Поэтому он мечется между слугами Карабаса, суть смертными грехами, принимая их за союзников, и в результате оказывается в стране дураков. Пресловутое поле чудес – не что иное, как дьявольский аттракцион, где главной приманкой выступает все та же жадность. Неофиту не хватает терпения, сосредоточенности и веры, и он, подобно Христу, оставлен умирать привязанным к дереву. А также вспомним аркан алхимии, карту повешенной, поскольку, как и на ней, Буратино повешен за ногу вниз головой. И тут является спасение, это Венера-любовь, Мальвина. Она врачует тело, но врачевать душу ей не дано, ведь Буратино все еще неофит, и собственная лень не дает ему подняться. В действительности истинного знания Мальвина дать не может. Ее функция – воспитание чувств, она лишь София, а истинное знание только в Боге. Гонцом истинного знания выступает Меркурий Пьеро, поэт. С этого момента Буратино перестает быть неофитом и становится посвященным. Его врагам, грехам материального мира, противостоят белые учителя, черепаха Тортила, бенефактор, хранитель ключа от врат, Сверчок, страж порога, образ алхимика, и папа Карло, Отец Небесный, чья каморка и есть дверь, к которому мечтает вернуться блудный сын, и которого он молит о помощи.
Явление папы Карла во время финальной схватки – это явление Бога из машины. Чудо, признание отцом сына. Буратино, преодолевший искусы, получивший ключ от рая, где он нашел свою книгу-азбуку, хранимую розенкрейцером Сверчком, никто иной, как мессия кукольного мира, спаситель для всех, кто уверовал в него. Вместе с освободившимися куклами, по своей воле покинувшим театр Карабаса и устремившимися за Буратино, он является собой главу нового ордена, истинного братства. Дверь в стене закрывается перед лицом приземленных, алчных преследователей, а за дверью находится новый мир, мир Господней любви и справедливости, где всем дается по заслугам. Здесь есть даже новый справедливый театр, где всякая игра бесплатна. Вспомним, что небеса, где правит Творец, великий архитектор, в соответствии с воззрениями розенкрейцеров, место работы и завершения делания, а не лени и аморфного блаженства. В идее небесного театра реализована каббалистическая модель, что вверху, то внизу. Небеса, как место, где вещи даны в их оптимальной идеальной форме, одна из главных идей розенкрейцеров. Притча о Буратино, несомненно, является отражением тайной доктрины и успешно реализует в литературе мистерию царства. При более подробном анализе читатель неофит сможет разбить путь восхождения Буратино на небо по арканам Таро либо по чакрам, а все его окружение уподобить символам планет или тонких тел. В Италии критики сказку «Пиноккио» считают шедевром. Это величайшее произведение литературы, книга, сыгравшая значительную роль в развитии итальянского языка, такого богатого на тонкие аллюзии и хитрые выдумки. Сравнить ее можно только с приключениями Алисы в стране чудес или путешествиями Гулливера. Итальянскими учеными написаны обширные трактаты о слоях культурного, социального, политического и даже религиозного значения, найденные в Пиноккио. Вот так, друзья. Интересно ваше мнение об услышанном. Ставьте лайк, если тема была вам интересной. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр. А на сегодня все. Пока-пока.